Разумеется, чисел никаких не будет. Официально у нас итоги, дай бог, чтобы к марту появились. Время отчетов не настало, поэтому такое почти эмоциональное восприятие того, что у нас было, что нас ожидает. Если говорить о нефти, давайте с внешних рынков. Мы совершенно уверенно выдержали все истории с потолками, эмбарго и прочими гадостями, которые нам наши нетрадиционные партнеры обильно предлагают. Выяснилось, что партнеры при этом по показателю год к году увеличили объемы закупки нефти, и ничего страшного при этом не произошло. Очень радостно за нефтяников Индии, которые уверенно наращивают поставки нефтепродуктов в Европу. Раньше они себе такого не позволяли. Но сейчас, слава богу, все на подъеме, у всех все хорошо. Индия не присоединилась к рестрикциям. Компания Naira Energy, контрольный пакет которых по какой-то случайности, по стечению обстоятельств находится в руках Роснефти, почему-то пошла на закупки российской нефти. А куда поставлять нефтепродукты? Как обстановка либо внутрь Индии, там есть небольшая сеть АЗС, мне, кстати, очень нравится, небольшая сеть АЗС у компании Naira Energy, там всего 8 тысяч заправок, вообще говорить не о чем, сущие пустяки. Мы справляемся за счет партнеров. Основной объем поставок трио впереди планеты всей, это Китай, Индия и Турция. Дон Эрдоган, как тренер по олимпийскому виду спорта, сидение на 4 стульях одновременно, он великолепен. Было бы у него больше нефтеперерабатывающих заводов, он бы и больше закупал, но уже никак. Уже статистика показывает, что все дизельное топливо, которое производится в Турции, поставляется в Евросоюз до последней капли. На вопрос, а вы-то как, Эрдоган отвечает: вам какое дело? Вот мой объем производства, вот ваш объем поставок. Вы довольны? Да, все, продолжаем трудиться. Что касается нашего внутреннего, санкции продолжаются. Там, по-моему, под Новый год была история, что в каком-то очередном пакете санкций появились названия судов, которые попали, опять же, под какие-то рестрикции. Морские суда. Морские суда, разумеется, все очень сурово, если не читать текст. Под санкции эти суда попадают в том случае, если перевозят российскую нефть ценой выше потолка, если застрахованы при этом в европейских компаниях и если пользуются услугами европейских портов. А если нет, то нет. Так что те, кто этими судами владеет и управляет, они, конечно, с некоторым удивлением прочитали, что да мы, собственно, в европейский порт заходить, вы что, с ума сошли? Ллойд, да у нас есть перестраховочная компания российская, вполне достаточно. Бумага терпит. Вот так выглядят эти санкции, и, собственно говоря, то, что эксперты говорили, то и происходит. Происходит глобальная смена логистики поставок. Если раньше это было логически оправданная логистика. Если производство нефтепродуктов идет в Россию, то ближайший сосед Европа. В Европу и поставляли. С Ближнего Востока в основном шло в Юго-Восточную Азию. Сейчас все немножко изменилось. Мы поставляем в Юго-Восточную Азию, Саудовская Аравия уступила нам долю рынка в Индии, стала поставлять в Европу. На этом все закончилось, только появился теневой флот. Я, кстати, одно время думал, почему его черным не называют. Нельзя. Это не политкорректно. Поэтому у нас там теневой, сумеречный флот. Очевидно, Лукьяненко отдельно физкульт-привет. Сумеречным флотом мы победим планету всю. Что касается внутреннего рынка, у нас стабильно, несмотря на все события, не очень приятные, производится все, что нам необходимо на наш внутренний рынок, хватает. Для того, чтобы не было таких перебоев, как в 2023 году Министерство энергетики сумело настоять на том, чтобы нефтепродукты были переведены в 3-ю категорию на РЖД. Их там всего 6, начиная с 1-й, и 6-я самая нижняя. Благодаря этому никаких сбоев не произошло. Пока официальных оценок того, удалось ли соблюсти так называемый протокол Козыка, соглашение 2018 года между правительством, именно Козык тогда отвечал за развитие топливно-энергетического комплекса в должности вице-премьера, о том, что рост стоимости на автозаправках не должен превышать уровень инфляции. Под самый Новый год, видимо, предновогоднее состояние, будем надеяться, что в январе вырулят, потому что Росстат сообщил, что да,
протокол соблюден, все в порядке. Федеральная антимонопольная служба заявила, что нарушен. Цена выросла выше инфляции. Ну, я надеюсь, два ведомства за новогодние каникулы друг друга встретят, там, посмотрят, у кого что получилось по их данным, может быть, исправят. Сбоев нет. Понятно, что рынок не работает, все управляется административно. Знаменитая нефтяная ромашка. Разрешен экспорт нефтепродуктов, запрещен, запрещен. Вот с Нового года он разрешен для вертикально интегрированных компаний, то есть для тех, кто работает в режиме от скважины до бензобака. Соответственно, трейдеры, какое ласковое слово я нашел, чтобы не говорить слово «спекулянт», этого права не имеют. Ты производишь, ты имеешь право экспортировать. Экспорт нам необходим, по крайней мере, по дизельному топливу совершенно однозначно. Из 100% дизельного топлива, которое мы производим, внутрь идет 50%. То есть, если запретить экспорт дизельного топлива, то в 2023 году поэкспериментировали. Через 2 месяца все наши имеющиеся резервуары заполнены до упора, и что делать дальше? Останавливать производство? Тогда не будет бензина. Что касается бензина, то превышения внутреннего спроса на водоемном производства тоже нет. Производится на 10% больше, чем потребляется, поэтому баланс есть. И для того, чтобы не требовались вот такие административные меры, то есть рынок, вот это вот все, а потом приходит человек с административным топором, отрубает экспорт и все встает на свои места. Связано это с тем, что вот эти рыночные условия, а у нас 6 компаний поставляют на внутренний рынок порядка 85% объема топлива, но у нас есть торги, биржи и так далее. Зачем, неизвестно, но так считают нужным, модным, современным Министерство финансов, хотя при ограниченном количестве поставщика биржевое ценообразование неизбежно приводит к росту цен, это олигополия. Я не экономист, но какие-то основы в меня все-таки заложили. Для того, чтобы цены действительно отражали колебания спроса и предложения, поставщиков должно быть хотя бы штук 20. Я очень надеюсь, что в наступившем году вот такая нехитрая истина на уровне учебника «Экономикс» появится и у нашего правительства, и задумается о том, что нам необходимо добавлять игроков, то есть там нужны новые нефтеперерабатывающие заводы. От нефти к газу. Газ, батюшка. Закончился, газовый контракт на поставку, на транзит российского газа через ГТС Украины. Какие еще можно подвести итоги прошлого года? Я сам для себя ввел табу в прошлом году. Смотрел, как накаляется обстановка. Будем поставлять, не будем, в каком объеме. Мы увеличили транзит через Украину с 12,5 миллиардов кубометров до 15. Ура, мы молодцы. Вечные комментарии во всех наших передачах. Вы говорили, что Европа замерзнет. Не говорили мы ничего. Замерзнет она, не замерзнет. Все, кто переживал, все, кто нервничал, прошу вас, давайте отмотаем события вот теперь уже больше, чем на 10 лет назад, вернемся в зиму 2014 года. Выступление выдающегося политического деятеля современности Виктории Нуланд на площади Незалежности, на Майдане. На Майдане, да. Вот какие великие слова она сказала. Помните или напомнить? Запикают же. Что она сказала? Кого там? Раша? Нет. Она сказала ЕУ. Но это и происходит. Она что сказала, то Штаты сделали. За словом в карман не лезут. На мой взгляд, и здесь происходит ровно то же самое, что с нефтью. Если политики вмешиваются в экономику, в рынок, то получают только одно следствие. Поставщики меняют логистику. Россия ушла из Европы. Я думаю, еще неделя, и будет уже понятно, какие объемы идут через турецкий поток. Может быть, кто-нибудь под всем этим пылом рассуждений продолжать транзит через Украину или не продолжать искать какие-то обходные пути, вспомнит, что есть совершенно замечательный механизм, который позволяет хоть как-то обстановку привести в норму. Магистральный газопровод Ямал-Европа. Годовая мощность 33 миллиарда кубометров. Маршрут Россия, Белоруссия, Польша, Германия. Никаких поломок. Он сертифицирован на всех условиях, которые придумали в Европейском Союзе. Это единственный магистральный газопровод, который остановила Россия, не Европа. Это контрсанкции в ответ на действия польского владельца соответствующего участка этого магистрального газопровода, компания Европолгаз.
она вела себя совершенно некорректно по отношению к «Газпрому», и дивиденды не выплачивались, и шли бесконечные судебные иски под надуманными предлогами. И, насколько я помню, и кражи. Краж там не было, но там постоянно какие-то, вместо нормальной работы шли какие-то постоянные суды, хотя на тот момент, когда этот газопровод строили, общими усилиями. 90-е годы денег не было ни у России, ни у Польши. Мы это дружно выполняли вместе. Я напомню, что первый газовый форум в Санкт-Петербурге был организован по предложению польских коллег «Газпрома». То есть это даже не наше изобретение, было все совершенно разумно, как у добрых соседей полагается, до момента вступления Польши в Евросоюз и в НАТО. Вот с той поры вот такая романтика. То есть вместо того, чтобы ломать копии, что там с Польшей, с Украиной, как там с Украиной, через одну газоизмерительную станцию, через две, так ли, эдак ли, решите вот этот финансовый спор. Этот финансовый спор решается достаточно быстро. Можно просто сменить владельца. Вот, директивы какой-нибудь Еврокомиссии назначить туда вместо компании Европолгаз, Европа, Россия, Поланд, газ, он и есть газ. Ну, придумайте другое название, другую компанию и начинайте работать, если вам газ реально нужен. Если вам шашечки, а не ехать, ну. Что касается России, объем поставок через Украину в прошлом году составил 15 миллиардов кубометров. Многие комментаторы считают, что вот этот объем и не будет поставляться. Ну, есть все-таки реальность. Было соглашение, подписано еще в 2023 году между «Газпромом» и венгерской государственной компанией МОЛ. В том случае, если прекращается транзит через Россию, дополнительный объем, то есть то, что шло через Украину, Венгрия получает через турецкий поток. Это 5 миллиардов кубометров, которые не потерялись. То есть в том случае, если в наступившем году спрос в Европе не упадет в очередной раз, а он за 2 года рухнул на 120 миллиардов кубометров, отказаться от лишней десятки, ну, закройте пару заводов, и вообще все проблемы решаются. Вот это максимум каких-то теоретических потерь, они сугубо теоретические. Еще в ноябре прошлого года «Сила Сибири» вышла на проектную мощность на 38 миллиардов кубометров. То есть эту потерю мы, собственно говоря, не замечаем. Да, немножко другая цена, другая система ценообразования. В Европе единственный регион в мире, где она биржевая. В Китае все традиционно, с нефтяной привязкой, но, тем не менее, государственный бюджет получает и налог на добычу полезных ископаемых, и экспортную пошлину. Растет спрос внутри России. Это, как Владимир Владимирович сказал на пресс-конференции, «Газпром» это переживет. Значит, и мы с вами это переживем, ничего страшного. Не очень приятно, но если клиент решил разбить себе голову о стену, ну что ж, разве мы можем остановить? Мы же люди демократично настроенные, пусть делают, что хотят. Уровень газификации в России вырос планово. Спрос на газ у нас больше, чем во всем Европейском Союзе вместе с Англией до кучи. Я надеюсь, что совсем мы справимся. Продолжается расширение газотранспортной системы на востоке. Соединяются сахалинские маршруты «Сила Сибири». Процесс идет. Надеюсь, что в этом году мы узнаем новости о новых проектах, связанных с Казахстаном и с Китаем. Итоги в угольной отрасли, наверное, все-таки не так радужны. Совершенно не радужно. Здесь, на мой взгляд, встретились два одиночества. Наше многоуважаемое правительство, которое обращало минимум внимания на отрасль, которая так и не предложила каких-то общих проектов. То есть, если наши нефтяные и газовые компании могут между собой скооперировать усилия, предложить общие проекты, общими усилиями браться за решение каких-то технологических задач, снижая импортозависимость угольных компаний, у нас их порядка 200, каждая живет в своей какой-то отдельной парадигме. В результате, по предварительным оценкам, объем экспорта у нас снизился за год на 15%, в том числе и в Китай, хотя у него спрос растет. По предварительным оценкам, спрос на уголь в минувшем году увеличился почти на 1,5%. Ну, сущие пустяки, но поскольку в 2023 году объем потребления был 8 триллионов 120 миллиардов тонн, то эти 1,5% на это очень много. Это очень много. Мы в это не вписались по самым разным причинам, прежде всего из-за логистики. Несмотря на расширение восточного полигона, транзитная мощность вроде бы планово выросла до 180 миллионов тонн. Объем перевозок уменьшился на 6%. Замечательный результат работы РЖД. Я надеюсь, что в наступившем году
хотел сказать слово «волшебный пендель», но это же некорректно. Нет, это не очень корректно. Появится какой-нибудь стимул для того, чтобы оптимизировать работу и соответствовать тем требованиям, которые есть у наших производителей. Надеюсь, что угольщики, наконец, побывав, надо называть вещи своими именами, кризис, уже решено, что заседание по ситуации в угольной отрасли будет требовать ежемесячного заседания штаба, который создается Александром Науком. Может быть, они сообразят, что нужно кооперироваться, решать какие-то задачи вместе. Ну и, конечно, на мой взгляд, блистательный результат прошедшего года – это достроенная Тихоокеанская железная дорога, компания «Эльга-Уголь» в одно лицо. Вот ей нужно вывозить уголь, она просто строит железную дорогу. У нас таких проектов с советских времен не было. Юг Якутии, курортные воздушные места, плавно переходящие в север Хабаровского края, 600 километров, 7 крупных мостов, 18 малых мостов. Начали этот проект, так как нас учили, одновременно от порта, который тоже одновременно строился. Порт называется Эльга, мыс Манорский, Хабаровский край, Охотское море, близость потребителей. Да, это не Владивосток, но тем не менее. 600 километров вот в этих условиях. Значит, в сентябре 2022 года завершено в 2024 году. 2 года. РЖД, вам пожелания успехов, творческих удач и так далее. И очень коротко, но позитивно об итогах в атомной отрасли. Тут можно просто общими числами обойтись, чтобы не занимать внимание. По данным базы МАГАТЭ в мире строится 61 новый атомный энергоблок, на страны БРИКС плюс приходится 52 из них. Надеюсь, что достаточно коротко. В этом году начнется строительство станции замещения Смоленской атомной электростанции, продолжится проект в Якутии, идут работы на Курской атомной электростанции 2, на Ленинградской атомной электростанции 2. В этом году ожидается защита проекта атомной станции малой мощности в Узбекистане. Сразу 6 атомных энергоблоков «Ритм-200». Продолжаются переговоры руководства Якутии и Росатома по расширению проекта в Якутии на еще один блок, ну и так далее. Совершенно уверенно, в соответствии с календарным графиком идет проект «Прорыв», тот самый, который действительно будет настоящей революцией в атомной отрасли. Будут задействованы все остатки низкообогащенного урана-238, то есть то, что осталось после обогащения, то, что уже извлечено из недр земных, доставлено на заводы по обогащению, просто лежит мертвым грузом. Этого груза очень много. Если проект «Прорыв» удается, то весь этот уран-238 становится частью топливного цикла, и в таком случае даже при тех темпах развития, которые для атомной отрасли заявлены, а есть некое соглашение 30 с лишним стран об утроении атомной мощности, даже в таком темпе вот этого лежащего низкообогащенного урана хватит на ближайшие 3000 лет. То есть мы получаем возможность, получаем отдушину для того, чтобы развивать атомную энергетику в ожидании, когда же состоится старт термоядерной энергетики. Здесь все в порядке, у России конкурентов по-прежнему не видно. По оценке руководства МАГАТЭ технологическое опережение составляет минимум 10 лет. То есть если Росатом 10 лет ничего не делает, его догонят. Если кто-то может себе представить Росатом, который ничего не делает, пишите обязательно в комментариях. У меня не такая богатая фантазия. Ну что ж, я благодарю тебя за такой короткий, но емкий комментарий в нашей первой новогодней с тобой программе. Он был эмоциональным, я понимаю, мы обязательно с Павлом встретимся, и там будет много чисел. Может быть, мы в этом году даже освоим нашу возможность выводить на экран таблицы, графики, диаграммы для красоты. Здесь, да, наша виртуальная студия движется семимильными шагами, так что будем надеяться. Ну, а всяких там ветряных, солнечных мы с тобой поговорим в следующей программе. Мы еще про гидроэнергетику забыли. Гидроэнергетика, да. Так что есть еще о чем поговорить в наступившем году. Всех еще раз поздравляю с новогодними праздниками, всех поздравляю с наступившим Новым годом, всем хочу пожелать здоровья, света, электричества в розетках. И до новых наших встреч в 2025 году. Будем считать, что сегодняшняя передача была разминкой. Нужно шаг за шагом выходить в рабочее состояние. Всех с наступившими. Будем надеяться, что Новый год будет в разы лучше, чем ушедший. Это была программа «Энергетика» с БЛМ. Программа, в которой мы уже в новом году обсуждаем
самые интересные новости в мире энергетики не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, спасибо за новогоднюю программу и до новых встреч на «Спутнике». Всех еще раз с наступившим.